Здравствуйте! Вашему вниманию таежный топор. Топор такого размера, формы и массы – самый удобный инструмент для леса средней полосы России. Сделать его совсем несложно. Начнем. Итак, это Златоустовский инструментальный комбинат. В простонародье ЗИК 1956 года выпуска. Даже легенды иногда дают трещину. Дело вовсе не в качестве стали, напротив, проблема тут в термообработке, так что этот топор можно легко вернуть к жизни. Первым делом обязательно надо выполнить отжиг. Делается это для того, чтобы снять лишнее напряжение и вернуть ему первичную пластичность, что в свою очередь облегчит механическую обработку. Для отжига я использую печь. Одной закладки дров вполне достаточно. Когда дрова прогорели, закрываю задвижку, поддувало и дверцу. В таком состоянии оставляю до полного остывания. Смысл этой операции – медленно разогреть топор и очень медленно его остудить. Топор остыл, но образовалось много окалины. Для удобства работы ее следует убрать. Болгарка с металлической щеткой успешно справляется с этой задачей. Долбить по топору кувалдой совсем не хотелось, поэтому тиски в помощь. Таким образом можно безболезненно стянуть образовавшуюся трещину. Чтобы не испортить тиски, укрыл тряпкой, несколько точек сварки и можно класть шов. Также и с внутренней стороны. Да, чуть не забыл. Электроды надо использовать с пометкой для углеродистых сталей. Читайте внимательно перед покупкой, и проблем со сваркой углеродистых сталей не будет. Итак, топор в принципе починен. Теперь нужно уменьшить проушину и придать форму. Когда все лишнее удалено, нужно подогнать две половинки друг к другу. В этом снова помогут тиски. Потихоньку, не спеша, подгоняю детали. Когда все готово, выравниваю сопрягаемые части, пару точек и сварка, также с внутренней стороны. Сварные швы готовы, теперь лепестковым диском 40 грит зачищаю швы. Это будущая форма топора. Без отсылок и закосов под великих русичей и викингов, скажу, что попробовав однажды эту форму в лесу, остановился на ней раз и навсегда. Режем. В конце форма доводится лепестковым диском. Наружная часть облагорожена. Теперь надо убрать все изъяны в проушине, такие как сварной шов и брызги от сварки. По-хорошему, топор снова надо отжечь, но это если вы работаете напильником, так как сварка науглероживает металл и сварные швы крайне твердые. Я же, честно говоря, забыл, когда последний раз держал напильник в руках. Его мне теперь заменяют шарошки из карбид вольфрамового сплава. Работа выполняется в разы быстрее, силы прилагать вообще не надо, а так как сплав очень твердый, он без труда берет и каленую сталь. Вот как-то так. Ну что, дорогой зритель, в принципе топор готов. Но лично я не люблю все ровное и прямое. Я решил пойти дальше и придать, скажем, немного истории этому топору. Я разогрел топор в горне и молотком с бойком в виде желуди проковал по всем плоскостям. Да, кузня у меня в процессе, и я не учел, что камера будет прыгать с ударами молотка. Получилось очень забавно. Топор остыл. Я удалил образовавшуюся окалину. По моему мнению, результат выше всяческих похвал. Осталось правильно его затермичить. Итак, сталь У7. Первое. Надо сделать отжиг. Повторюсь, отжиг нужен для того, чтобы снять все напряжение в металле. Отжиг – это желательно медленный нагрев до температуры 740-760 градусов с дальнейшим медленным остыванием. Делать отжиг удобнее в печи. Здесь я делаю на глаз, затапливаю печь, кладу греться топор, когда дрова прогорели, закрываю задвижку и дверцы. В таком состоянии топор лежит до полного остывания. Второе. Закалка. Температура закалки стали У7 800-830 градусов. Это я делаю уже в горне, мне так удобнее, хотя можно и в печи. Экран не передает точного цвета, но для понимания цвет каления должен быть между темно-красным и красным. Но мы, конечно же, не профессионалы, чтобы температуру определять на глаз. Поэтому запоминаем, что сталь теряет свои магнитные свойства при температуре 768 градусов. Берем магнит и проверяем. Если не магнитится, значит температура превышает 768 градусов. Ждем пару минут, следя за цветом, и приступаем к закалке. Когда нужная температура достигнута, погружаем лезвие топора маховыми движениями в воду на 3-4 секунды.
Затем сразу в масло и ждем, пока остынет. И наконец третье. Отпуск. Я провожу отпуск в духовке при температуре 270 градусов, больше у меня не выдает, в течение часа. Теперь смотрим. Обух и центр топора напильник берет свободно, а вот кончик еле-еле. Термообработка прошла успешно. При точном соблюдении этого метода ваш топор гарантированно не лопнет и будет служить вам долгие годы. На этой прекрасной ноте я закончу. Продолжение в следующем выпуске. Спасибо за внимание и до новых встреч на канале Хоббийность.